Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про каменные и надменные лица женщин при знакомстве, когда мужчины подходят знакомиться. Об этих лицах ходят уже легенды среди мужчин. Женщины перенимают друг у друга, и это уже такая культура в кавычках, да, в обществе. Вот так вот, в принципе, встречать людей с таким вот взглядом или так оценивающе смотреть. Ну а мужчинам достаются самые такие сливки, скажем так, всего вот этого пренебрежения во взгляде. Мужчины шутят между собой, что осторожно, не подходи, убьет, или осторожно, злая собака, да, то есть, ну, такое выражение иногда просто достаточно злое, ну, никак не внушает того, что женщина нежна внутри, что она хотела бы познакомиться, хотя многие женщины на самом деле ожидают, что с ними познакомиться, и думают, что только вот достойнейший все равно пробьется через ее вот это вот такое вот каменное лицо, да, как у женщины. Нет, это да. Как мужчины сами отмечают, такое ощущение, что этой женщине весь мир просто задолжал. Женщины при всем при этом говорят, что вот мужчины слабые и сейчас не подходят знакомиться, но, знаете, здесь мало кто на самом деле захочет вообще, в принципе, даже начать, желание все отпадает. И также скажу, что говорят женщины по поводу своего надменного взгляда, ну и как реагируют на это, конечно, мужчины. Все меньше возможностей, конечно, уже мужчины делятся на тех, кто, в принципе, уже не хочет знакомиться и даже уже начиная с этого взгляда понимают, что им это не нужно. Ну или те, кто хотел бы познакомиться, понимают, что женщина либо в телефоне вся всегда уткнувшись, ну либо вот с этим вот таким снобистским, скажем так, взглядом. Дыма без огня-то не бывает. Существует причинно-следственная связь, когда ты что-то сделал, и ты получил реакцию на это. Женщины ходят с такими каменными лицами, и, соответственно, они получают реакцию. От мужчин, точнее, наверное, уже как раз-таки отсутствие какой-либо реакции. То есть к таким женщинам мужчины подходить не хотят и не будут. Один из моих любимых писателей, Джером, у него рассказы в ироничном стиле, но достаточно поучительные, написал на эту тему, что большинство людей похожи на тех петухов, которые думают, что солнце встает ради того, чтобы они пропели. Это о чем говорит? О том, что вот это вот высокомерие, которое есть сейчас в людях, вот этот снобизм, он вот иногда на самом деле со стороны очень смешон. Часто на самом деле женщины смешны в своих таких убеждениях, что так нужно себя вести, или такое лицо нужно показывать, или как еще так губки сделают такие вот накачанные, например, они так вот выделяются прям, вот они как бы немножко такие обиженные. Сейчас вообще все больше и больше таких людей, снобов, действительно становится. Сноб, кстати, с английского переводится как «без благородства», и он был перенят у аристократов. И буржуазия стала копировать поведение аристократов, и когда докопировалась, тогда она стала свысока вниз смотреть на уже остальных. По сути, одно из объяснений снобизма – это сопоставление себя с другими, обусловленное социальной разницей. По законам этикета, если мужчина обратился к женщине, то женщина должна также и поприветствовать, в общем, тоже уделить какое-то время. Можно деликатно сказать, во-первых, на комплимент просто спасибо без надменного взгляда, и просто объяснить, если тебе не интересно знакомство, но сделать это вежливо, а не так, что многие мужчины уже просто, я извиняюсь за это слово, шарахаются от женщин, потому что, ну, вот, они находятся в положении просящего, вот с просящей рукой. Мужчины часто сталкиваются, открывая дверь, сделать какую-то услугу, уступить место, еще что-то, без слов, просто надменный взгляд, как будто это принцесса, королева,
как будто вот этот паш мужчина, ну я в кавычках, да, без обид, но так женщина воспринимает, он родился только чтобы вот и то и делать. Но еще можно заметить, что чем красивее женщина, тем она будет более горделивая, вот это спеси очень много будет, она знает, что она многим нравится, и из воспитания тоже, да, идет, либо опять же это перенято из копированное поведение, либо это из воспитания, когда девушку воспитывают, что ты вырастешь, за тобой будет много бегать мужчин, принцесс, там, ты принцесса, королева, да. У меня, кстати, в комментариях некоторые мужчины прям тоже на это, что они так дочку не будут воспитывать, очень так категорично говорили, потому что, ну, вот мужчины понимают, что это вредит на самом деле потом женщинам, когда они, ну, девушкам, да, девочкам, когда они вырастают. Но здесь красотки, скажем так, могут защищаться, как вот женщины отвечают на этот надменный взгляд. Красотки защищаются от этого взгляда мужского. Ну а красотки так отмечают, что вот девушки, которые там не считаются красотками, они наоборот как бы дружелюбные, чтобы как-то обратить на себя внимание, да, то есть, ну, как-то очень странное объяснение. Просто женщинам нужно понять, что такое выражение лица мужчин отталкивает на 100%. Даже закрепилось тоже такое сейчас словосочетание, скажем так, синдром стервозного лица. Вот я не знаю, почему женщины делают такие лица. Может быть, им кажется, что они от этого как-то более круче становятся. Ну, вообще, вот это каменное лицо, оно эффектнее даже, чем обручальное кольцо. Когда мужчины понимают, что вот вообще лучше вот это вот лучше вот прекрасное создание лучше вообще не трогать. На самом деле могу сказать, что я выявила, что мне кажется не хватает современным женщинам, это эмпатии. Вот это вот слово, которое обозначает, что человек может поставить на место себя, на место другого человека и понять примерно, что чувствует человек. Вот если бы женщины ставили себя на место мужчины, который подходит, не всегда это может быть тоже, знаете, просто. И вообще мужчина как заводила все время должен. А женщины уже настолько привыкли ко всему этому, что абсолютно не считают, что что-то не так с этим своим лицом. Что говорят женщины, почему не улыбаются? Ну, одна женщина говорит, я не представляю, что ко мне подойдет незнакомый человек, и я тут буду вдруг улыбаться. Да, это странно тоже. Но не улыбается, потому что нет цели знакомиться, да, либо замужем, либо просто период, когда женщина действительно не хочет ни с кем знакомиться. На самом деле большинство мужчин говорит о том, что от женщины это изначально при знакомстве особо-то не нужно ничего такого прям сверхъестественного, просто дать сигнал, дать какой-то, как раз этой улыбкой или как-то дать понять, да, потому что страх быть отвергнутым, он существует у многих мужчин, даже насколько бы не был крут мужчина, насколько бы он не был бы там, не знаю, опытный, неопытный, все равно это есть. Конечно, вот это высокомерие, надменность у женщин, она говорит лишь о том, что есть какие-то страхи, какие-то комплексы, все от этого идет, потому что ну, человек уверенный в себя, он себя проявляет достаточно открыто и дружелюбно. Такое выражение есть, да, такое наше лицо кирпичом, когда вот действительно лицо не выражает, ну вот как камень, оно не выражает никакой хотя бы малейшей эмоции, такого нет. Мужчинам хочется сказать женщинам, да сделайте вы лицо попроще, и люди к вам потянутся. Поэтому все вот эти каменные лица, они вредят по большей части женщинам, потому что к женщинам подходить не буду. Дейл Карнеги, мастер по взаимоотношениям между людьми, советовал, чтобы у человека всегда был намек на улыбку на лице.
Еще мне очень нравится фраза: улыбка — это недорогой способ выглядеть хорошо. Хочется сказать, никакой макияж, который наносят себя женщины, не сравнится с сияющими глазами и вот таким вот приятным выражением лица женщины. Недавно я услышала хорошее мнение о том, что настоящая хорошая женщина, она сначала, чтобы что-то взять из этого мира, она должна что-то отдать. Но женщины что-то это совсем позабыли. Мужчинам нравятся открытые, добрые, с сердечной добротой женщины. Ведь это так просто встретить другого человека дружелюбие. На самом деле мы в силах изменить свое отношение к другим людям, мы в силах изменить себя только лишь при одном условии. Это нужно захотеть сделать и понять, что это нужно. Всё. Всем спасибо большое за просмотр. Увидимся уже в завтрашнем видео. До встречи, пока.